Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своим гайдом на Адетту. Собственно, это криво-персонаж, саппорт под две новые реакции, которые у нас... Одна у нас уже была до Снежной, теперь у нас вот их две. Это звездные проводники, звездное рассеивание. И плюс у него вот есть такая пассивка, которая бафает, скажем так, не знаю, архетип или как выразиться этих реакций. То есть все вот эти реакции звездного блеска бафает она. И переходим к оружию. Естественно, ее лучший вариант это вот эта вот ее сигнатурка. Неплохая замена для нее. Это клятва свободы. Этот меч сам по себе, он для Адетты он никаким образом не хороший. В том плане, что баф, который он дает, он длится недолгое время, и сам баф не влияет на новые реакции никак. То есть он их никак не бафает. Но, с другой стороны, этот меч дает баф всей команде. И плюс у него базовая атака высокая. Дальше у нас идет драгоценный омут, который в данном случае увеличивает урон самой Адетты, но опять же не бафает урон реакций, новых реакций. Ну и не саппортит никак команду. И дальше у нас целая пачка оружия, которые по сути делают то же самое, что и предыдущие. Они увеличивают урон, личный урон Адетты, но никак не бафуют команду и урон команды. Это у нас лазурное сияние, отпущение грехов, свет лиственного разреза, рассекающий туман, светоносный осколок луны и ураку Мисуруги. То есть эти оружия больше сконцентрированы на личный урон Адетты. Дальше у нас фри-то-плей опция. Это крафтовый меч из Снежной. Называется Источник Пламени. И он, по сути, опять же бафает личный урон Адетты. После активации элементальной реакции увеличивает силу атаки. И после активации звездного блеска увеличивает урон этой реакции. И плюс тут в том, что эффект работает даже если персонаж не на поле боя. То есть идеально под Адетту работает. Переходим к артефактам. У него здесь по сути две опции. Хотя даже можно сказать, что три. Первая опция это если мы хотим сделать ее больше как саб-ДД, чтобы у него был высокий персональный урон. В данном случае мы выберем застывшее в тени разочарование, то есть по сути тот же самый сет, что и для Сандроны. Если мы хотим сделать ее полноценным саппортом, который будет бафать вот эти вот две новые реакции, это проводники и рассеивание звездное, то одеваем сердце Горна. Ну и другой вариант, я бы сказал, что скорее всего это на первое время, если вдруг у вас эти части сета есть и пока что вы новый сет не можете фармить. Это наш любимый сет стойкость миллилита. Теперь перейдем к статам. В часы ищем ей силу атаки, в кубок тоже силу атаки, так как у нее весь урон и бафы скалируются от силы атаки. В шлем ищем крит урон или крит шанс, в зависимости от того, что вам больше всего не хватает. В статах ей больше всего нужно будет, естественно, крит шанс, крит урон, если хотите, чтобы она урон наносила, и процентная атака. Если у вас получается собрать 3000 сил атаки под бафами, то есть без бафов желательно иметь 2400-2600, и если под бафами у вас получается собрать больше, чем 3000, то есть 3000, если получается, вообще идеально, тогда можно собирать ей в сабстатах элементальное мастерство. Если же у вас, опять же, получается излишек силы атаки, то или часы, или кубок можно заменить на элементальное мастерство, так как этот стат помогает в новых реакциях в этих. Прокачивая Адетту, в первую очередь тут лучше ей вкачать ее скилл и ее ульту. Обычно атаку можно не трогать, хоть она, конечно, и красиво выглядит, но можно даже не трогать, так как, по сути, Адетта почти всегда находится вне поля боя, и она не пользуется обычной атакой. Плюс обычная атака, она наносит физ-урон, а нам он не нужен, как бы. Ну и, собственно, с прокачкой вроде бы все. Ну и теперь геймплей.
Геймплей у нее достаточно легкий. По сути, она использует свой элементальный навык и призывает копию. Ну или при использовании ульты. Эта копия будет находиться на поле боя. После этого можно сменить персонажа на другого и будет наносить урон из кармана. Когда она на поле боя, наносит урон, бафает урон звездных реакций. У ее умения есть две фазы. Первая фаза, она просто призывает копию, а со второй фазы она наносит урон. Вот первая фаза и вторая фаза. Она наносит урон, ну таким образом точно наносит урон. И после этого вот можно сменить на другого персонажа и будет продолжаться наносить урон звездного проводника. Плюс у Адеты в том, что она позволяет активировать реакции звездного проводника и рассеивание. То есть, если у вас нету Сандроны, например, в команде, вот сейчас я уберу. Сейчас я, например, сюда за место Сандроны поставлю не знаю кого. Ну вот, Сайна, например. Берем вот сейчас вот этого вот дурика сейчас. Опять же, вот нажимаем ее умение, нажимаем еще раз умение, чтобы нанести урон. И как видите, у нас нету Сандроны, но урон будет проводника. То есть она активирует помогает активировать эти реакции. И, собственно, она то же самое делает, если поставить анема персонажа в команду. Желательно Мизуки, потому что Мизуки она как раз вот бафнута под эти реакции новые. Под рассеивание, точнее, звездное. Сейчас я вот как раз покажу. И, как я говорил, с помощью ульты тоже можно призывать ее копию. Вот. Призываем с помощью ульты копию. И сразу нажимаем умение. Так она сразу наносит урон. То есть она сразу вторую фазу использует. И теперь вот переключаемся на Мизуки. И, как видите, у нас будет звездное рассеивание. Причем, как видите, она достаточно хорошо урон наносит через щиты этому чудили. А, но он уже ласты склеил. Ну, все. Ну, то есть, как видите, все зависит от того, какие члены команды. Такую реакцию будет активировать. Конечно, для полного, скажем так, для полноценного геймплея, конечно, нужно Сандрона, чтобы полностью почувствовать, скажем так, геймплей за лунный проводник. Но можно и других персонажей использовать. Это вот Сайна, например. Его тоже недавно бафнули. Ну и может быть что-то еще дальше у нас впереди будет. И завершим командами по-быстрому, потому что тут по сути выбор-то и, скажем так, не слишком большой, потому что она по сути бафер именно новых двух реакций, проводника и рассеивания. Первая команда это Сандрона. Здесь мы Адета, точнее Чичу заменяем Адетой. И Николь, если у вас нету, то можно поставить Алешу, нового персонажа, так как он, во-первых, хилит, тоже бафает проводник и увеличивает силу атаки. Но Николь, скажем так, не лечит, но ее баф намного лучше сил атаки. Ну, плюс еще щит. Другая команда, это можно, например, заменить Сандроны на Ризли, заменить на Сайна, если у вас есть Сайна. В моем случае вот он есть, правда не особо качанный. Также можно поставить еще сюда Крио ГГ, если вы собираетесь им играть. Можно вот Эулу взять, через, скажем так, мучаясь, но можно попробовать ей поиграть. Часка хорошо сюда войдет. Вот Лохин недавно вышел, тоже можно его сюда поставить, будет идеально играться. Ну и на самый крайняк можно даже Рейзера использовать здесь. Для полноценной команды через Анема пока что нету никого. То есть нам нужно ждать ДД, который будет. Но уже можно, вот как я показывал, уже можно, например, с той же поиграть Мидзуки. Но это будет как бы неполноценная команда условно.
И, собственно, сам геймплей, в моем случае это с командой Сандроны. Я бой начинаю вот сразу с щита Николь, чтобы мне потом урона не нанесли, так как у меня хилера нету. Потом я использую Яймика. И здесь переключаюсь на Адету, 2 ура за ее умение. Если ульта готова, можно еще и ультануть. И переключаюсь на Сандрона и просто уже ее скиллами наносим урон. И, собственно, все. То есть у него... Ну, то есть у нее Адеты вообще легкий геймплей, потому что она в кармане постоянно находится. Ну и вот как-то так.